Добрый день, друзья, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 26 августа 2026 года. И сегодня мы без дипломатии, без смягчений и без попыток быть всем приятным разберем один очень настойчивый тезис, который звучит в последнее время все громче и громче в информационном пространстве Украины. Тезис о том, что якобы 24 августа 1991 года Украина не создала новое государство, а восстановила свою независимость. Этот тезис давно вышел за рамки частных мнений отдельных историков, его произносят официальные лица, его продвигают государственные структуры, под него пишут петиции и методические материалы. Именно поэтому, поскольку все это выглядит как игра в наперсток, а все вот эти вот лица, отдельные историки и государственные структуры выглядят как наперсточники. Именно поэтому вот этот тезис о том, что Украина якобы восстановила свою независимость 24 августа 1991 года, нужно разобрать юридически, точно, жестко, по существу и без иллюзий. Ну, вначале, друзья, о том, кто именно продвигает этот тезис, кто именно говорит о том, что Украина восстановила свою независимость в 1991 году. Во-первых, это посол Украины в Венгрии, Любовь Непоп. В 2021 году она прямо заявила: в 1991 Украина не получила, а восстановила независимость. Она подчеркнула, что независимость не была подарена, а украинцы веками за нее боролись. Следующий наперсточник из этой когорты – это историк Ярослав Файзулин, сотрудник Украинского института национальной памяти. Он утверждає: 1991 рік – це фактично відновлення української незалежності, це продовження революції, відновлення незалежності 1918 року. Профессор Юрий Шаповал из Национальной академии наук України. Еще один наперсточник формулирует еще жорстче. Голос народу був почутий, було відновлено українську державність. Известный политолог, журналист Виталий Портников тоже подпевает им. И недавно он сказал, что сегодня мы можемо говорити з більшою вірогідністю про відновлення незалежності, ніж тоді. Приятно быть наперсточником, да, товарищ Виталий? А Украинский институт национальной памяти, то есть структура, которая формирует официальную историческую политику государства, в своих методических материалах прямо пишет: поражение ГКЧП лишь ускорило момент формального провозглашення, а з погляду історичної спадкоємності відновлення державної незалежності України. И, наконец, в июне 2026 года на сайте Кабмина появилась петиция с требованием переименовать День незалежності в День відновлення незалежності України. Автор петиции прямо утверждає, що 24 августа 1991 года Україна не народилася як цілком нова держава, а лише відновила суверенітет після десятиліть радянської оккупации. То есть речь идет уже не о частном мнении, речь о скоординированном нарративе, который продвигают послы, академики, Институт национальной памяти, даже пытаются закрепить через официальное обращение правительства. Именно поэтому этот нарратив нужно разбирать не как историческую дискуссию, а как попытку, вдумайтесь, подменить юридический факт политической конструкцией. Более того, как действие, которое по своей сути является предательством Украины.
державною зрадою по отношению к правовому фундаменту украинской государственности. И это уже не шутки, это уже уголовное дело, это уже импичмент. Теперь к документам и без эмоций. Открываем акт провозглашения независимости Украины. Вы его можете сами открыть от 24 августа 1991 года. Ни пересказы, ни комментарии историков, ни красивые статьи Института нацпамяти. Сам текст, тот самый документ, который лег в основу современной украинской государственности. Цитирую дословно ключовую часть. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Еще раз можно повторить медленно. Проголошує створення самостійної української держави. Нигде, ни в одном слове, ни в одной строчке нет відновлення. Нет ссылки на Украинскую Народную Республику, нет указания на правопреемство от 1918 или 1919 года, нет даже намека на то, что речь идет о возвращении ранее существовавшей государственности. Есть прямое, жесткое, однозначное указание – создание. Известно, что в черновике Левка Лукьяненка действительно пытались вписать слово «відновлення», однако это слово вычеркнули. И вычеркнули не случайно и не по ошибке, потому что коммунистическое большинство в Верховной Раде, а оно тогда было подавляющим, не стало бы голосовать за документ, который прямо признает советскую власть оккупацией и разрывает правовую связь с Украинской ССР. Документ принимали в той редакции, в какой его смогли провести. И эта редакция говорит о создании нового государства. Точка. Дальше начинаются уже фантазии, идеологические конструкции, попытки переписать юридический факт задним числом, а переписывать основополагающий акт собственной государственности — это уже не интерпретация, это подтасовка, это прямое предательство текста, который обеспечил само появление независимой Украины. Это державна зрада по отношению к правовому основанию государства. Итак, Украинская ССР — это не оккупированная УНР. Чтобы говорить о восстановлении, нужно иметь, что именно восстанавливать. Между Украинской Народной Республикой 1921 года и Украиной 1991 года нет правовой непрерывности. Ноль. Абсолютный ноль. Украинская ССР была республикой в составе СССР. У нее была своя конституция, свое пусть формальное представительство в ООН, свои органы власти, своя правовая система. Это было полноценное государственное образование советского типа, когда в августе 1991 года Верховная Рада приняла акт, она действовала как орган Республики СССР, который в одностороннем порядке изменил свой статус и вышел из Союза, создав новое государство. Это классический случай сецессии, отделения, новое государство. Не возвращение, не восстановление, а создание. Международное право квалифицирует такие события именно так. Правопреемство современной Украины идет от Украинской ССР по территории, по населению, по международным обязательствам, по членству в ООН, не от Петлюры, не от Скоропадского, не от Грушевского,
не от директории. Кто утверждает обратное, либо не читал документы, либо сознательно их игнорирует. Третьего варианта нет, а сознательное игнорирование собственного учредительного акта ради идеологической красоты – это уже не просто ошибка, это предательство, зрада, предательство правовой основы государства. Это державна зрада в чистом виде, подмена фундамента, на котором стоит Украина. Прибалтика здесь вообще ни при чем. Самый любимый и самый избитый аргумент сторонников восстановления: а вот Литва, Латвия, Эстония так говорят, почему нам нельзя? Можно объяснить, и жестко объяснить. В 1940 году Литва, Латвия, Эстония были независимыми государствами, которые были оккупированы и аннексированы Советским Союзом. Большинство западных стран эту аннексию де-юре не признавали. Их посольства продолжали существовать, их правовой статус как независимых государств формально сохранялся. Поэтому в 1990-1991 годах они имели полное железобетонное юридическое основание говорить о восстановлении ранее существовавшей и незаконно прерванной государственности. У Украины же такой ситуации не было. Независимого украинского государства, которое было бы оккупировано в 1920-х годах и не признано мировым сообществом как исчезнувшее, просто не существовало на момент 1991 года. УНР к 1921 году уже перестала быть субъектом международного права. Дальше на этой территории существовала Советская Республика, Украинская ССР. Переносить прибалтийскую правовую формулу на Украину – это либо глубокое невежество, либо сознательная манипуляция, наперсточница. Прибалтийские республики восстанавливали то, что у них юридически украли. Украина в 1991 году создавала то, чего в правовой плоскости на тот момент не существовало. Подгонять украинский случай под чужую правовую конструкцию значит предавать собственную юридическую реальность ради красивой аналогии. А предавать собственную юридическую реальность – это предавать Украину. Теперь о тысячелетней традиции. Это красивый нарратив, но это неправо. В акті есть красивая фраза: продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Украине, сторонники тезиса о восстановлении цепляются за нее как за единственное спасение. Но давайте будем честными, это политическая риторика, это идеологический жест, это не юридическая квалификация. Киевская Русь, Великая Болгария, Хазарский Каганат, Галицко-Волынское княжество, Запорожская сечь, Гетманщина, УНР – все это важные страницы истории, их можно и нужно изучать, ими можно гордиться. Но право работает иначе. Право требует непрерывности институтов, признания обязательств, правопреемства. Между 1921 и 1991 годами такой непрерывности нет. Есть 70 лет совершенно другого государственного образования со своей конституцией, своей правовой системой и своей международной правосубъектностью. Можно сколько угодно любить историю. Нельзя подменять ею юридический факт. Когда это делают историки, это их право на интерпретацию. Когда это делают государственные структуры и Институт национальной памяти, это уже попытка превратить идеологию в официальную правовую позицию. А когда под это пишут петиции о переименовании государственного праздника, это уже системная
наперсточная работа по подмене понятий. Эта подмена есть не что иное, как державна зрада. Предательство юридического фундамента, на котором стоит современная Украина. Зачем это все продвигают? И почему это державна зрада? Тезис о восстановлении появился не потому, что так написано в документах 1991 года. Он появился потому, что так кое-кому удобнее. Например, ВО «Свободе» или, например, Дональду Трампу. Или Путину. Удобнее представить 1991 год не как разрыв с советским прошлым, а как возвращение к подлинной Украине. Удобнее усилить идеологическую конструкцию непрерывности, удобнее спорить с российским нарративом на его же поле исторических претензий и тысячелетних традиций, но удобство никогда не равнялось юридической истине. Когда юристы, послы, академики и государственные институты начинают подгонять квалификацию фактов под идеологию, они перестают заниматься правом и историей, они занимаются мифотворчеством и наперсточничеством. И чем дальше, тем наглее. Уже появляются петиции о переименовании праздника. Уже в методических материалах Института нацпамяти создание мягко подменяют восстановлением. Уже в публичном пространстве это подается как само собой разумеющееся. Это не уточнение формулировок. Это системная подмена. А подмена учредительного акта собственной страны – это державна зрада. Предательство текста, который в августе 1991 года позволил выйти из СССР. Предательство компромисса, который сделал независимость возможной. Предательство юридической точности ради идеологического комфорта. Те, кто сегодня пытается задним числом переписать акт 1991 года, придают не абстрактную историческую правду, они придают конкретный документ, без которого современной Украины просто не существовало бы в ее нынешнем правовом виде. Они придают Украину как правовое государство. Это не метафора, это прямое действие против правового основания государственности Украины, а действие против правового основания государственности и есть державна зрада в самом точном, чистом, юридическом смысле этого слова. Почему это опасно на практике? Если мы позволяем размывать юридический язык в фундаментальном вопросе основания государственности, мы открываем ящик Пандоры. Сегодня восстановление места создания, завтра кто-то скажет, что нужно восстановить границы 1919 года или правовой режим УНР, или наоборот начнет отрицать правопреемство от Украинской ССР там, где это неудобно. Например, в вопросах международных обязательств, долгов или договоров. Тогда станет вопрос, а чей же Крым? Или кто-то может потребовать пересмотра базовых правовых конструкций, потому что это же было не настоящее государство, а только восстановление. Размытый правовой язык – это не безобидная игра словами, это инструмент. И этим инструментом будут пользоваться всегда, и не только свои. Тот, кто сегодня ради красивой исторической картины совершает державну зраду по отношению к тексту акта 1991 года, кто хочет вернуть границы 1919 года, в которых Крым не был частью Украины, завтра может столкнуться с тем, что этой же логикой воспользуются против него. Предательство собственного учредительного документа никогда не остается безнаказанным. Оно размывает фундамент, а размытый фундамент – это приглашение к дальнейшим манипуляциям и
к дальнейшему предательству. Итог. Акт от 24 августа 1991 года – это акт провозглашения независимости и создания нового государства. Это следует из его собственного текста. Это соответствует правовой природе Украинской ССР. Это соответствует международно-правовой квалификации событий того времени. Все, что сверх этого – это политическая и историческая интерпретация. Она имеет полное право на существование как мнение, как идеологическая позиция, как способ осмысления прошлого, но она не имеет права выдаваться за юридический факт и тем более за основание для переименования государственного праздника, продвижения тезиса о восстановлении вопреки прямому тексту акта. Это не уточнение истории, это державна зрада, предательство юридического основания украинской государственности, предательство документа, который сделал независимость возможной, предательство правовой точности ради идеологической удобности, предательство Украины как правового государства. Я юрист, моя работа читать документы, а не подстраивать их под текущую идеологическую моду. Документ говорит «создание», значит «создание». Кто говорит иначе, либо не читал акт 1991 года, либо сознательно его переписывает, а сознательное переписывание собственного учредительного акта – это уже не ошибка и не интерпретация, это державна зрада. Третьего не дано. На этом все. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья.